Да, всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная встреча с Бханте Метта. Сегодня у нас лекция по практике и медитация. Hello, dear Bhante. Hello, everybody. Very nice to meet you all. Да, всем здравствуйте. Всех очень рад видеть. So for only this week, we brought the Tuesday's program to Friday. И только вот на этой неделе мы перенесли программу со вторника на пятницу. So very nice to meet you all after a couple of weeks. И да, всех очень рад видеть после пары недель перерыва. Today we will meditate. Сегодня мы будем медитировать. Just before that, I'll remind or introduce some things that we were discussing or like introducing before. И перед этим я вам напомню несколько вещей, которые мы до этого уже проходили. И сегодня мы поговорим о взаимозависимом возникновении. So this is actually called the aggregate method. И это на самом деле называется метод пяти совокупностей. So you can remember, like in the past, the past program we did, we were talking about how to check one's past lives. Ну и, может быть, помните, на прошлой программе мы обсуждали, как проверять прошлые жизни. And then the learning of or understanding and experiencing the materiality and the mentality meditations also is very important. И потом также изучение, и также на своем опыте узнавания этого медитации на материальности и ментальности, это также очень важно. So this is like we are focusing on the 5 aggregates. И тут мы фокусируемся на 5 совокупностях. This is a legit method. We put the thought, and most venerable Sariputta, he explained. Это подобающий метод, которому обучал Будда, и затем еще достопочтенный Сарипутта, он его подробно объяснил. So the 5 aggregates we know is like the form, feeling, perception, formation, consciousness. Form. Ну и 5 совокупностей это форма, это чувство, ощущение, perception, это восприятие, formation, это формации and consciousness. И сознание. So all what we did connects here. И все, что мы до этого делали, это здесь соединяется. So, for example, there are like 5 causes from the past. Ну, например, 5 причин из прошлого. 5 causes in the present. 5 причин в настоящем. And 5 causes for the future. И 5 причин в отношении будущего. These are mentioned as vipaka. Vipaka means the effects. Это все упоминается как випака. То есть випака значит это результат. Some come as effects or vipaka. И некоторые здесь приходят, проявляются в качестве результата випака. And some come as present causes. А некоторые проявляются как настоящие причины. But this is a very simple introduction. Но это очень упрощенное, простое вступление. In those stages, teachers will give you books, as well as they'll teach you step by step. И на вот этой стадии учитель обычно дает вам книги и также учит вас шаг за шагом. And you will be doing one part at a time. И вы будете практиковать одну часть в одно время. So in one
one area we are focusing on the five aggregates. И в одной из областей мы фокусируемся на 5 совокупностях. And not only that, you can you remember, like, there's a pattern or in a mind stream, chitta viti. Но не только это, но, может быть, вы еще помните, что есть также шаблон в отношении умственного потока, читта-види. These are taken into consideration. И это все тут принимается в рассмотрение. These are the main two parts. И это две основные части. But just to get it started. Но для начала. But don't worry, yeah, this is like we do step by step. Но да, не переживайте, мы тоже будем это делать шаг за шагом. But you can understand, like, without these things, how to do like real vipassana. Но так вы можете понять то, что как же вот без знания вот этих вещей можно заниматься настоящей випассаной. Okay, to get the understanding about it. И для того, чтобы это понять. So when we check our past life and this life. Когда мы проверяем свою прошлую жизнь и эту жизнь. We took a human being. We are talking about this life. We took a human being that is not permanent. Тут мы говорим о вот этой конкретной жизни, и тут мы берем, говорим о человеческом существе, которое не является постоянным. So this is actually ignorance. И это на самом деле это неведение. So actually, to make a future birth, the unwholesome side comes into action. Ну и на самом деле для того, чтобы было следующее рождение, то тут неблагая сторона, она начинает действовать. And if you have questions about this, you can please ask on Sunday. И если у вас какие-то есть вопросы в отношении этого, то, пожалуйста, задавайте их в воскресенье. So, because of this ignorance, what happens is, can you remember, this falls into the greed category. Но, может быть, вы помните, да, то, что из-за этого неведения это все попадает в категорию жадности. Then what happens is, there are the mind as well as associating factors, chitta and cetasika, 20. И потом, что происходит, это тут есть ум и также связанные умственные факторы, всего 20, то есть чита-сика. And then, even if you have ignorance, you have to have craving. Ну, если у вас есть неведение, то также есть и жажда. So we had the craving to become a human. У нас есть жажда становления человеком. That also falls into the category of greed. И это все также подпадает в категорию жадности. There are 20 mind and mind associating factors there. Есть тут 12 умственных моментов и связанных с ними умственных факторов. Not only that, there you have to have clinging towards the human life. Но не только это, то у вас еще должно быть цепляние к человеческой жизни. So that also belongs to the greedy side of the mind. So it also has mind and mind associating factors 20. И это все относится также к жадной стороне ума умственных факторов, которых всего 20. But to become a human, we have to do some wholesome act. Но для того, чтобы стать человеком, нам нужно сделать что-то благое. So we all have done some wholesome act to be born as human. И мы все сделали какое-то благое действие для того, чтобы стать людьми. So that has, we can check this and see, yeah? Ну и мы можем это сами проверить и увидеть.
that has like 34 mind and mind associating factors. И у этого есть 34 ума и связанных умственных моментов. And the fifth one is called karma. И один Karma. из них называется камма. That action we did. Это то действие, которое мы совершили. So there's ignorance, То есть есть неведение, craving, жажда, clinging. цепляние, Formation is the good thing we did. формация, то есть это то, что хорошее, что мы сделали. And karma is that action, what we did. И карма — это то действие, которое мы совершили. So that was the reason we were born here. И это была причина, почему мы тут переродились здесь. So knowing this, now these 5 are taken into consideration. И зная эти, теперь вот эти вот 5, они принимаются к рассмотрению. So you take your mind to the birth consciousness moment. И вы направляете свой ум к сознанию момента рождения. Then you now check according to the 5 aggregates. И теперь вы это проверяете в соответствии с 5 совокупностями. So what happens is in the birth consciousness moment, there is not 64, there is only 30. Ну и что происходит, это то, что в момент сознания перерождения it's not 64, there is 30. Sorry, not 63, but only 30. Ну, там, да, там всего не 63, там всего присутствует 30. That becomes the Rupa Khanda, the aggregate of materiality in the birth conscious moment. И это становится рупа канда, то есть совокупность материальности в момент сознания рождения. But that ignorance, craving, clinging, formation, and karma, they are in action over there. Но жажда, цепляния, формации, карма — это все тут действует. The first 3 are in the unwholesome side. И первые 3 на стороне неблагого. Last 2 are in the wholesome side. И последние 2, они на стороне благого. So that's why we need powerful concentration and powerful mindfulness to see these kind of things. И поэтому нам нужна мощная концентрация, мощная осознанность для того, чтобы видеть все вот эти вещи. So in ancient scriptures, it says like in darkness you cannot see, but this concentration and mindfulness is like the light you can see in the dark. Ну и вот в древних рукописях говорится, да, то, что в темноте вы не можете ничего видеть, но осознанность и концентрация — это как свет, с помощью которого вы можете видеть в темноте. So then what happens? You check so from the 5, the first one is materiality. И потом, что происходит, это то, что вы можете уже проверить из этих 5. Первое — это материальность. Then you check the 5 mentality factors. Four mentality factors. И потом вы проверяете 4 ментальных фактора. So when we were doing mentality meditation, Ну и когда мы делали медитацию на ментальности, we get to know about the mind and the mind associating factors. мы узнали об уме и связанных умственных факторах.
So in the birth conscious moment, И в момент а, сознания рождения, so what happens? We were born with a good mind as a human. ну и что происходит, это то, что мы рождаемся с хорошим умом, как люди. That good mind had mind as well as supporting factors of 34. И вот этот ум, у него есть также еще и поддерживающие факторы, то есть всего 34. So the sensation in that is the aggregate of sensation or feeling. Ну и ощущение в этом является совокупностью ощущения или чувства. And in the birth conscious moment, there's perception, and then that perception is the aggregate of perception in the birth conscious moment. И вот в момент сознания рождения там также есть еще восприятие, и вот это восприятие является совокупностью восприятия в этот момент сознания при рождении. And then there's like intention. И потом есть и намерение. So intention becomes uh, the aggregate of formation. Ну, это намерение, оно становится совокупностью формаций. Or in another way to explain, from that 34, Ну, или если другим образом это объяснять, то из вот этих 34, if you don't count the sensation, если не считать ощущения, perception, восприятие and the consciousness, и сознание, all the other 31 becomes the aggregate of formation. то все остальные 31, они становятся совокупностью формаций. That becomes 31. Huh? Но это, получается, да, становится 31. And the aggregate of consciousness И совокупность сознания in that birth conscious moment в этот момент сознания рождения, there is a mind, там есть ум, that is the aggregate of consciousness. и это совокупность сознания. So we are trying to understand the process that is happening. Yeah? Но тут мы пытаемся понять процесс, который происходит. So like that, what happens is we try to understand different stages, the consciousness, the sensation consciousness, the sensation aggregate, uh, perception aggregate, formation aggregate, uh, uh, consciousness aggregate. Like we try to really discern these things. Ну и тут мы стараемся понять, мы стараемся по-настоящему различить вот все вот эти вещи, то есть совокупность, совокупность сознания, совокупность чувства, совокупность формаций там, и так далее. То есть тут мы стараемся это все самостоятельно различить. But there are some differences because now we are talking about the present life. Но есть также еще тут некоторые отличия. Вот, и сейчас мы тут говорим о текущей жизни. So then what happens? You know the first five: ignorance, craving, clinging, formation, karma. Ну, вот первые 5 это не цепляние, жажда, формации, карма. And now things like heart base. Ну и теперь такие вещи, как сердечная основа.
And then the object our mind meets. И потом также объект, который object that mind meets. И объект, который встречает ум. And not only that, contact. И не только это, но еще и контакт. So these things are also added as present causes. И эти вещи, они тут тоже добавляются как причины в настоящем. So we have to discern all these things. И нам нужно тут различать, рассматривать все вот эти вещи. Then just like that, we go to the bhavanga mind. И потом точно таким же образом мы переходим к бхаванга уму. And in that moment, we try to discern the material, material aggregate Rupakanda. И в этот момент мы стараемся тут различить совокупность материальности Рупаканда. So it has like those first five of ignorance, craving, clinging, formation, and karma. Тут есть эти 5: неведение, жажда, цепляние, формация и карма. And not only that, because we are talking about the materiality, there's like a mind-born materiality. Но не только это, но так как мы тут говорим о материальности, то тут также есть еще такая материальность, как материальность, порожденная умом. Heat-born materiality, Utuja. Материальность, порожденная теплом. And the materiality that's born from food. И материальность, порожденная едой. Then we check the bhavanga sensation aggregate. И потом мы также здесь проверяем бхаванга, то есть совокупность ощущений. So the first five are always there. И тут только первые 5 присутствуют. And then there's heart base. И потом есть сердечная основа. And then what meets the heart base, araman. И потом то, что встречает сердечную основу, арамана. And contact. И контакт. Like that, you check bhavanga perception aggregate. И вот таким образом вы тут проверяете бхаванга, совокупность восприятия. Perception aggregate Bhante. Perception. And then you do the bhavanga formation aggregate. И потом также вы переходите к бхаванга совокупности формаций. But there are some slight differences. Но тут есть некоторые небольшие отличия. But the teachers will teach you this. Но учитель вас всему этому обучит. And then the bhavanga consciousness aggregate. И потом бхаванга совокупность сознания. So like that now, there are like, you can see with the five aggregates and you see like, this is materiality and all these are mentality. Nama, rupa, right? We have heard the term nama and rupa, right? So in the five aggregates also, one is materiality, other four are mentality. So you check like all five like that also, and you do nama and rupa also separate like that also. Very interesting. И тут также вы видите, что вот эти 5 совокупностей, одна из этих совокупностей это рупа, а все другие
все другие остальные совокупности, они относятся к нама, материальности и ментальности. То есть тут вы уже также делаете это также по отдельности. Отдельно рупа, отдельно нама. Это очень интересно. And not only that, now you slowly come further to this present moment and you check how these things, five aggregates, occur in a mind stream. Ну, не только это, но вы тут также постепенно продвигаетесь к текущему моменту, и вы видите, как эти 5 совокупностей, они возникают в умственном потоке. Before we were talking about the Bhavanga Chitta. И перед этим мы говорили о Бхаванга-читта. Then we can talk about things like Mano Dwara Vajana, the mind that focuses our attention towards the five senses. И также мы можем поговорить о Мано-двара Ваджана, то есть об уме, который направляет наше внимание к 5 чувствам. So in that Mano Dwara, Pancha Dwara Vajana, sorry, yeah, Pancha Dwara Vajana. Да, извините, тут Панча-двара Ваджана. Sorry, yeah, Mano Dwara heart base. А Мано-двара Ваджана — это когда к сердечной основе. So then this is a mind and it has its mind supporting factors. И тут у ума, и также у этого ума есть поддерживающие умственные факторы, Which is taught in mentality meditation. которым обычно обучают в медитации и ментальности. So now we have to check the materiality aggregate in the Panchadwara Vajana mind. Ну и теперь нам нужно здесь Mind распознавать... stage, yeah? Sorry. Mind stage? Yeah, and at the mind stage, when it's happening, we check the five aggregates. On this mind stage we check five aggregates. И на этом, да, умственном, на этой, когда умственной стадии мы тут проверяем 5 совокупностей, рассматриваем 5 совокупностей. So the aggregate of materiality, sensation, perception, formation, consciousness. Совокупность материальности, совокупность чувствования, ощущения, восприятия, формации и что-то еще пропустил. And you then next, you check the five. Sorry. Yeah, just I think I missed one of the five aggregates. Materiality, sensation, perception, formation, consciousness. Да, и последнее, да, пропустил то, что вот сознание, совокупность сознания. So you go into detail and you discern, yeah? И тут вы переходите уже к более детальному рассмотрению и как рассматривать их, различаете. Then you go to the moment when the eye consciousness is happening. И потом вы переходите к моменту, когда когда происходит сознание глаза. Then you check the five aggregates there. И тогда вы проверяете 5 совокупностей там. Then you check the moment where the mind receives. И потом вы проверяете тот момент, когда ум получает. It's called sampatichana. Это называется сампатичана. Then you check the five aggregates there. И тогда вы также проверяете 5 совокупностей там. Then santirana, like the investigation mind. И потом сантирана, то есть это ум, который исследующий. Then you check the five aggregates there. И потом вы проверяете 5 совокупностей там. Then what when the decisive mind? When the decisive mind is happening. И потом происходит ум, решающий ум, который решает. Then you check the five aggregates there. И потом вы проверяете 5 совокупностей там.
Then the seven javanas one by one. И потом с 7 джаван по очереди. Each javana, you check the 5 aggregates. И в каждой из джаван вы проверяете 5 совокупностей. And as mentality and materiality also. И также ментальность и материальность. And then what you do is like there are like follow-up minds. И потом дальше, что вы делаете, там еще есть последующие умы. There are two of them. Есть 2 из них. You check the 5 aggregates in those 2 minds also. И Mind status. вы также рассматриваете 5 совокупностей в этих 2 умственных стадиях. So like that you check all 5 senses. И таким образом вы проверяете все 5 чувств. As wholesome, as unwholesome. Как благие и как неблагие. Then you check each 5 aggregates of that. И тогда вы еще также проверяете каждую из совокупностей в этом. And then from the 6th sense also. И также еще в 6-м чувстве. This is called and the mind that is focusing towards the heart base. И также ум, который фокусируется в направлении сердечной основы. And you check the 5 aggregates on that. И вы также и там проверяете 5 совокупностей. Then what happens is you check like according to 6 lines. 6 lines. Yeah, but 5 already we said. Like in the mentality meditation. Ну и потом вы также это все проверяете в соответствии с 6 линиями. Это, да, и это то, что мы уже обсуждали во время медитации на ментальности. This is a very small introduction only, yeah? И это все только очень такое небольшое вступление. And don't worry, at that time your mindfulness concentration will be very powerful. Но не переживайте к этому времени, ваша концентрация, ваша осознанность, она уже будет очень мощной. And you have done a materiality meditation, mentality meditation. You had finished. И к этому времени вы уже закончили медитацию на материальности и медитацию на ментальности. So then, and then these are taught step by step. И потом все это также этому вас обучают шаг за шагом. And then you'll even get like written documents or how to say like books you can refer and practice that particular part. И потом также вам еще дают такие, документы с этой информацией, как на распечатке, и книги. Вы также можете к этим материалам всегда обращаться и в соответствии с ними практиковать. So after the person practices these parts, и после того, как практикующий он выполнит практику этих частей, the teachers ask you to see like your past life as much as possible. То учитель вас просит рассмотреть ваши прошлые жизни так много, сколько возможно. Then from the past life to the present. И потом из прошлой жизни к настоящей. And then you use to project to the future. И потом также вы это проектируете в будущее. And according to those 6 lines. В соответствии с этими 6 линиями. Then you project and you can even see like the day you will reach enlightenment even. И тогда вы таким образом проектируете, и вы тогда даже можете увидеть тот день, когда вы достигнете просветления.
Next time we'll talk about the first method Buddha taught. Ну и в следующий раз мы поговорим о первом методе, которому учил Будда. But now, even just by listening to this, Но сейчас, даже слушая это, some people don't believe in past lives. есть да, люди, кто не верит в прошлой жизни. Some people don't believe in future life. Некоторые люди не верят в будущей жизни. Or some people just think we just appeared here. А некоторые люди, они думают, что мы просто здесь появились. But now, when you go through this, you understand there's much more to that. Но когда вы это практикуете, то вы понимаете то, что здесь есть гораздо больше. And not only that, did you see like every mind stream, every moment of that, the five aggregates are appearing. И не только это, но вы также еще видите то, что в умственном моменте, в умственном потоке, в каждый момент умственного потока возникают 5 совокупностей. So then if we die now, the five aggregates will start appearing in the next life. И если мы сейчас умрем, то эти 5 совокупностей, они начнут продолжаться в следующей жизни. So every mind moment makes these five aggregates arise and pass. И каждый умственный момент, в нем возникают эти 5 совокупностей, возникают и исчезают. Now can you understand all our data, all our karma, how it moves place, one life to another, one moment to another? You understand, right? All our data, they think like it's somewhere in space, some recorded place. People say of all these things, no? But now you understand like how every moment, all this data, the five aggregates can carry all the data, all our past history, all our karma, wholesome, unwholesome, everything. So then every mind moment, it brings all this data there. Luckily, it's mentality. It's energy, no? So it can keep all the data there. But the unwholesome data also comes. That's why even a Buddha cannot escape the past karma. Interesting, right? Ну, нет. Ну, некоторые люди задаются вопросом, где хранится вся информация, вся наша информация, где хранится наша камма, где вообще все это хранится, все прошлые, все благое, неблагое. И тут, практикуя эту медитацию, вы можете это все тоже четко видеть на своем опыте, четко все распознавать, что а, каждый умственный момент возникают эти 5 совокупностей, возникают и исчезают. И то, что все это хранится в этих пяти совокупностях, и это все возникает в каждый момент, и каждый момент это исчезает, весь этот огромный объем информации. И так как это все ментальность, это все энергия, все на энергетическом уровне энергии, и поэтому это все возможно, что это все таким образом хранится и возникает и исчезает. И тут есть таким образом из момента к моменту возникает и исчезает все благое, все благие и неблагие поступки. Никто не может этого избежать. Даже Будда не может этого избежать каких-то своих предыдущих, также неблагих действий. Поэтому также подвержены результатам предыдущих действий. И поэтому, практикуя эту медитацию, у вас также этот вопрос отпадает. Okay, then next week we'll talk about like how the
classical way we heard like avijja pacha sankhara, sankhara pacha vijnana, the 12. Like ignorance makes formation makes sankhara pacha vijnana, consciousness, like that, the sequence. We'll talk about that next time. Ну и в следующий раз мы поговорим о классической вот, методе практики, как это также говорится в суттах, то, что там вот эти строчки напали. Авиджа Пачайо Sankhara, Санкара, ну и так formation, далее. sankhara Вот. pacha vijnana, Да, Санкара Пачайо Виньяна. Вот. Ну и так далее. Вот этот conscious. метод, мы уже о нем поговорим в следующий раз. So in this stage, many doubts disappear. Вот и на этом уровне исчезает большое количество сомнений. That's why it's called Kanka Vitarana Shuddhi, the Ну и purification of doubt. Ну и по этой причине эта стадия практики называется канкара витарана Visuddhi. висудхи. То есть это очищение сомнений, от сомнений. And not only that, like the persons now little by little understand what is the proper path and what is not the proper path. И не только это, но еще также по чуть-чуть здесь человек понимает, что является правильным путем и что им не является. Okay, so today, now we'll do some meditation. If you want to take a small break, drink Ну, some water, or get up and stretch out and all, we'll take a small break and we'll start the meditation. Хорошо, тогда мы сейчас возьмем небольшой перерыв и после этого начнем нашу медитацию. Спасибо. Тогда мы сразу примем 10 обетов и сразу начнем практику. So, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhan saranang gacchami, Dutiyampi Dhamman saranang gacchami, Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhan saranang gacchami, Tatiyampi Dhamman saranang gacchami, Tatiyampi Sangham saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path and the practice, for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе, просветлении путей практики. Первый раз, второй раз, третий раз. Panatipata Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnadana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Brahmacharya Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will take a vow of celibacy. На это время я принимаю обет целибата. Musavada Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not lie. Я не буду лгать. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will not take any kind of food. В течение этого времени я не буду принимать никакую еду. Nacha Gitavadita Visukadasana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will not use any kind of entertainment. И в течение этого времени я не буду использовать никакие развлечения. Mala Gandha Videpana Dharana Mandana Vibhushanatana Veramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will not use things like perfume or cosmetics unless for hygiene or health reasons. И в течение этого времени я не буду использовать парфюмерию и косметику, за исключением только в случае для целей гигиены.
Uchasayana Mahasayana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Within this time, I will not use luxurious seats or luxurious beds. В течение этого времени я не буду использовать роскошные сиденья и роскошные постели. Jataropa Rajata Patikkahana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Within this time, I will not use valuable items or anything associated with monetary transactions. В течение этого времени я не буду использовать ценные вещи и ничего, что связано с денежными транзакциями. This part you can use anything, any blessing or prayer. И в этой части вы можете использовать любые молитвы, любые благословения. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagavati swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehi passiko opanayiko pacchatang vedittabbo vinyuhiti Supatipanno bhagavato savaka sangho. Ujupatipanno bhagavato savaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho. Samichipatipanno bhagavato savaka sangho. Yadidan chattari purisa yukani atta purisa putkala. Esa bhagavato savaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo. Anuttaram punyakhetan lokasati. Now let's make some strong determinations and forgivences. И давайте теперь проявим сильную решимость и также попросим прощения. As long as samsara goes, Пока продолжается сансара, if I had done anything wrong если я сделал что-то плохое with my body, words, or mind, своим телом, своими словами, умом, to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path, and the practice, будет Дхамме Сангхе, просветление пути и практики, fully enlightened beings, Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, Самма Самбудда, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддам, Пачека Буддам, enlightened beings, Arahanta, просветленным существам, Архатам, noble beings, Arya, благородным существам, Ария, wholesome beings, Sappurisa, благим, добродетельным людям, Сапуриса, spiritual friends, Kalyanamitta, духовным друзьям, Кальянамитта, teachers, учителям, parents, родителям, siblings, relatives, and friends, братьям и сестрам, родственникам, друзьям, to all beings. всем живым существам. If I had done anything wrong, Если я сделал что-то плохое, I would like to ask forgiveness for the first time. я прошу прощения в первый раз, I would like to ask forgiveness for the second time. я прошу прощения во второй раз, I would like to ask forgiveness for the third time. я прошу прощения в третий раз. I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path, and the practice. Я посвящаю свою жизнь Буддхаме Сангхе, просветлению пути и практики. May the five sense doors shut down. Пусть 5 дверей чувств закроются. May this mind be with only the meditation object. Пусть этот ум будет находиться только с объектом медитации. Helping me to reach happiness and peace, Помогай мне достичь счастья и спокойствия, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. So now please sit comfortably. И теперь, пожалуйста, садитесь поудобнее. Other times you can do this first part first. А в другое время вы можете сделать эту первую часть сначала. You can do even walking meditation. И вы можете даже сделать
медитацию при and then ходьбе, sit down. и после этого садиться. But for now, we just do seated posture. Но сейчас мы просто это будем практиковать в сидячей позе. So first sit comfortably. Вы сначала садитесь поудобнее. You can move your body and adjust the posture also. Вы можете подвигать своим телом и подправить вашу позу. And then you can use the breath to relax. После этого вы можете использовать дыхание для расслабления. You can breathe in from the nostrils Вы можете вдыхать через ноздри intentionally с намеренно, and keep the breath in your chest area for some time. и задержать ваше дыхание в груди на And какое-то время, exhale from the mouth. и потом выдохнуть через рот. With each exhale, try to release and relax. И с каждым воздухом постарайтесь еще больше расслабиться. And we can use a body scan to relax the body even more. И вы можете использовать сканирование тела для того, чтобы расслабить тело еще больше. We even explained how this happened when we were talking about materiality meditation. Мы даже объяснили, как это происходит, когда мы говорили о медитации на материальности. Put your attention to the top of your head Перейдите ваше внимание к макушке вашей головы. and see whether you can try to relax that area. И посмотрите, можете ли вы расслабить эту область. Then move to your forehead, Потом перейдите к вашему лбу, eyebrows. бровям. We are letting go of any excess effort Мы отпускаем любое ненужное напряжение or if possible any tension also. и любое напряжение, если возможно. Then what happens? Relaxation happens. И потом, что происходит, это начинает происходить расслабление. When the body is relaxed, the mind starts becoming relaxed. И если тело расслабляется, то ум также начинает расслабляться. And then when the mind is relaxed, the body will surely relax. И потом, если ум расслабляется, то тело, конечно же, тоже расслабится. Then move your attention to your eyes, Потом переведите ваше внимание к вашим глазам, the mouth area. области рта. Check on your teeth and the tongue also. Проверьте ваши зубы и язык. You can loosen up the jaw muscles. Вы можете также расслабить мышцы челюсти. Then one whole side of the face, Потом одну сторону лица, other side of the face, потом другую сторону лица, back of the head. заднюю сторону головы. If you want to adjust the posture, Если хотите, можете также подправить вашу позу. then the neck, Потом шея, front part of the neck, back part of the neck, передняя сторона шеи, задняя сторона шеи, then the shoulders. потом плечи. You can easily drop your hands on either side of the body. Вы можете также опустить руки по обе стороны вашего тела let the hands hang. и позволить рукам просто висеть. Then what happens is like your shoulders will naturally become more relaxed. И потом, что произойдет, это ваши
плечи, они естественным образом станут более Then, расслабленными. then your chest area, Потом область груди, abdomen, живота, upper back, lower back. верхняя часть спины, нижняя часть спины. If you need, adjust the posture. Если нужно, подправьте позу Then select one of your arms и выберите одну из ваших рук from from the shoulder to the elbow, от плеча до локтя, elbow to the wrist, от локтя до кисти, all the way right up to your fingertips. и потом далее вплоть до кончиков пальцев. Try to release and let go. Постарайтесь расслабить и отпустить. Use minimum of effort. Используйте минимальное количество усилий. Do the same to the opposite arm. Сделайте то же самое с противоположной рукой. The upper part of the arm, Верхнюю часть руки, middle part of the arm, среднюю часть руки, all the way right up to your fingertips. и потом далее вплоть до кончиков пальцев. Now the whole upper body, try to release and let go. И мы стараемся расслабить всю верхнюю часть тела. Расслабить, отпустить. And then just like the upper part, focus on the lower part of the body also. И потом также, точно как и с верхней частью тела, сфокусируйтесь на нижней части тела. See whether you are seated comfortably. Посмотрите, сидите ли вы комфортно. And then just like the arm, select one of the legs. И потом точно так же, как с руками, выберите одну из ног. The upper part of the leg, Верхнюю часть ноги, the knee, колено, middle part of the leg, среднюю часть ноги. all the way right up to the toes. И потом далее вплоть до кончиков пальцев. Do the same to the opposite leg. И сделайте то же самое и для противоположной ноги. The upper part, Верхняя часть, the knee, колено, the middle part, средняя часть. all the way right up to the toes. И далее вплоть до кончиков пальцев. And you can adjust the posture if you need. И вы можете подправить позу, если хотите, если нужно. Adjust the fabric of your clothing. И также подправить ткань вашей одежды. And if in the time of meditation also, И во время медитации также, if you feel a very big discomfort, если вы чувствуете очень сильный дискомфорт, very slowly and mindfully, то очень медленно и осознанно you can stretch the legs or one leg. вы можете выпрямить ноги или одну ногу, And either continue to practice и либо продолжать практиковать, or when you feel like that pain or something has reduced, you can slowly bring it back to the posture. и если вы чувствуете, что эта боль, она уменьшилась, то вы можете опять вернуть ногу на место, в исходную позицию. Usually this happens when you are practicing more than half an hour. Обычно такое происходит, если вы практикуете больше получаса. But don't let the mind play games with you. Но не позволяйте уму играть с вами в игры. And then from here, if you want to continue with your main meditation practice, please continue. И потом дальше, если вы хотите продолжать с вашей основной медитацией, то, пожалуйста, продолжайте. If one wants, they can slowly bring the attention to the heart area.
Если хотите, вы можете медленно перевести сердце к области сердца, and just внимание be к there области for сердца, a short time. и просто находиться там в течение короткого времени, And just to feel how it is to be просто just почувствовать, mindful и просто почувствовать, как это быть or aware эм, да, или да, внимательным или осознанным, without doing anything else. бодрствующим, без делания чего-либо еще. Because here is the present moment. Потому что тут это настоящий момент. You can keep aside the past. Вы можете оставить в стороне прошлое, You can keep aside the future. вы можете оставить в стороне будущее, And you can feel how it is to be in the present moment. и вы можете почувствовать, как это находиться в настоящем моменте. And you can understand like, almost all things are happening within the framework of the body. И вы можете понять, что почти все вещи происходят в пределах каркаса этого тела. And now if you want, you can slowly place your hands mindfully and slowly in a position that is comfortable for you. И теперь вы можете медленно и осознанно переместить ваши руки в положение, которое для вас комфортно. Some people like to place the palms on their knees and rest the arms on the thighs. Некоторым людям нравится класть, класть руки на колени, на коленные чашечки, кому-то на колени, на бедра. Some people like to rest the hands on their lap. Да, кому-то нравится класть да, руки на колени, на бедра. Do what is comfortable for you. И поступайте так, как для вас комфортно. And from here on, if somebody wants, they can continue with their main meditation. И начиная с этого момента, если вы хотите, можете продолжать и переходить к вашей основной медитации. Just for somebody maybe who's even watching in the future, Для тех, кто, может быть, будет смотреть это видео в будущем, we'll just mention a few ways for practicing. мы просто сейчас упомянем несколько способов практики. So to balance our greedy side, И для того, чтобы сбалансировать нашу жадную сторону, we use like the 32 body part meditation. мы используем медитацию на 32 частях тела. Then from that, we focus on head hair, body hair, nails, teeth, skin. И тут мы фокусируемся на волосах головы, волосах тела, ногтях, зубах, коже. Then we use the word repulsive. И потом мы используем слово отталкивающее. But it's not to get disgusted. Но это не для того, чтобы почувствовать отвращение, Just to see as they are. а это только для того, чтобы видеть их такими, какими они являются в действительности. So think like when sweat is pouring through your hair, Ну и вспомните, когда пот, он тек из ваши волосы, and as body hair, you can take the eyebrow, а в качестве волос тела вы можете взять брови, and think of a time when sweat is pouring through the eyebrow, и подумайте о времени, когда пот бежал через ваши брови,
and take like your thumbnail И возьмите затем ноготь вашего большого пальца. and remember the time when you were working outside or cleaning something, maybe dust or soil was applied on the fingernails. Ну и вспомните о времени, когда вы, может быть, работали где-то снаружи или вы что-то убирали, и у and вас на ноготь попала пыль или грязь, или почва, and teeth before we brush our teeth. и потом зубы, какие они до того, как мы почистили их, Skin, you can select the area on your face. и затем кожа. В качестве кожи вы можете выбрать область на вашем лице. And remember the time like before we shower or like before washing our face. И вспомните о том времени, какой она была перед тем, как мы умылись или приняли душ. Uh, so let's practice this meditation for a short time. Ну и давайте попрактикуем эту медитацию в течение короткого времени.
Now let's practice loving kindness meditation. А теперь давайте перейдем к практике медитации любящей доброты. It helps to balance our anger side. Она помогает сбалансировать нашу злостную сторону. Anybody who's not fully enlightened or even the third stage of enlightenment, they all have these kind of things. И те, кто не достиг просветления и не достиг третьей стадии просветления, то у них будут таких людей возникать такие вот вещи, состояния. That's why we are just trying to balance it. И поэтому мы стараемся их сбалансировать. So take yourself as the meditation object. Возьмите самого себя в качестве объекта медитации Use these 4 ancient verses. и используйте эти 4 древние строфы. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от злости. May I be free from mental pain. Пусть я буду свободен от душевной боли. May I be free from physical pain. Пусть я буду свободен от физической боли. May I live happily and peacefully. И пусть я живу счастливо и спокойно. Then after you practice few times for yourself, И после того, как вы попрактикуете несколько раз в отношении себя, take somebody who's still alive то возьмите кого-то, кто еще жив, and whom you have a lot of respect, и кому у вас, кого вы сильно уважаете. and taking this person as the meditation object. И возьмите этого человека в качестве объекта медитации. Say with your mind, И проговариваю в своем уме, may this person be free from anger. пусть этот человек будет свободен от злости, May this person be free from mental pain. пусть этот человек будет свободен от душевной боли, May this person be free from physical pain. пусть этот человек будет свободен от физической боли, May this person live happily and peacefully. пусть этот человек живет счастливо и спокойно. Okay, let's practice this meditation for a short time. Хорошо, давайте теперь попрактикуем эту медитацию в течение короткого времени.
Now let's focus on the main meditation. И теперь давайте перейдем к основной медитации. So one of the most common methods is like the breath meditation. И один из наиболее общих методов медитации – это медитация на дыхании, Which is suitable for anybody. который подходит для каждого. Actually, they can select from all 40 meditation objects. На самом деле вы можете выбрать объект медитации из всех 40 объектов медитации. But here we'll just explain, tell about the breath meditation. Но тут мы просто сейчас объясним, как практиковать медитацию на дыхании. Select the area from the tip of your nose to the upper lip. И выберите область от верхней губы до макушки носа. Take a few intentional breaths from the nostrils. И сделайте несколько намеренных вдохов через ноздри. And feel the breath touching that area and going into the nostrils, and from the nostrils coming out and touching that area and going out. И почувствуйте, как дыхание касается этой области и проходит внутрь ноздрей, и потом на выдохе, как воздух выходит из ноздрей и также касается этой области. First, we take a few intentional breaths. И сначала мы делаем несколько намеренных вдохов. Only from the nostrils. Только через ноздри. Then later we try to focus on the touch of the breath in that area. И потом, позже мы стараемся фокусироваться на касании дыхания в этой области. And we try to relax. И мы стараемся расслабиться. And just place the mind on the meditation object. И просто поместить ум на объект медитации. If you have been practicing for a longer time, Если вы практикуете на протяжении длительного времени, if the mind is wandering, если ум блуждает, use like few words, то используйте несколько слов, in breath, out breath, как вдох, выдох, or you can use the counting method. или вы можете использовать метод счета. In breath 1, out breath 1, Вдох 1, выдох 1. all the way to in breath 8, out breath 8. И так вплоть до вдоха 8, выдох 8. And you keep that cycle happening. И вы продолжаете этот цикл. You can keep an alarm if you need to know the time. Вы завести будильник, если нужно, чтобы следить за временем. And some people here are also successful using meditation beads. И некоторые люди здесь также им удается успешно практиковать с использованием четок. The cycle of 8 counts to one bead. И цикл из 8 дыханий считается в качестве одной бусинки. Then what happens is like if there's any disturbance, we don't send that bead. И если были какие-то отвлечения, возмущения, то мы не передвигаем эту бусинку. We redo it. Мы ее переделываем, делаем сначала. Until we are satisfied that no interference was happening with other thoughts. До тех пор, пока мы не будем удовлетворены, что не было никаких отвлечений на другие мысли.
even if you complete 5 weeks of that, Если таким образом вы закончите даже 5 бусинок, but you clearly know that these were fully done properly, но вы будете знать, что это было сделано должным образом, then slowly the count increases. Slowly, Bhante, sorry. So slowly the amount of beads that you count, it increases. И медленно то количество, вот это количество бусинок, оно будет увеличиваться. Okay, now we'll practice the main meditation for a bit of a longer time. Ну и теперь мы попрактикуем эту основную медитацию на протяжении немного более длительного времени. But do it in a very relaxed way. Но делайте это очень расслабленно.
Now to finish our meditation, И теперь, чтобы закончить нашу медитацию, take your attention to your heart area переведите ваше внимание в область сердца and think, и подумайте, may all beings be well, пусть все существа будут здоровы, may all beings be happy, пусть все существа будут счастливы, may all beings be peaceful, пусть все существа будут спокойны, may all beings be well, пусть все существа будут здоровы, may all beings be happy, пусть все существа будут счастливы, may all beings be peaceful, пусть все существа будут спокойны, may all beings be well, пусть все существа будут здоровы, may all beings be happy, пусть все существа будут счастливы, may all beings be peaceful. пусть все существа будут спокойны. Then slowly bring your attention to your eyes and slowly open your eyes. И потом медленно переведите ваше внимание в область глаз и медленно откройте ваши глаза. And let's finish this meditation in the traditional way. И давайте закончим эту медитацию традиционным образом. Kāyena vācā cittena pamādena maya katang acchayang kamame bhante bhuripañña tathāgata. Kāyena vācā cittena pamādena maya katang acchayang kamame dhamma sandittika kālika. Kāyena vācā cittena pamādena maya katang acchayang kamame sangha supatipanna anuttara. I ask forgiveness from the Buddha, Dhamma, Sangha, enlightenment, the path, and the practice. Я прошу прощения у Будды, Дхамме и Сангхе о просветлении пути и практики. Idamme punya kammang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamunjatu. Idamme punya kammang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamunjatu. Idamme punya kammang asavakkaya vahang hotu sabba dukkha pamunjatu. May these merits help me to reach enlightenment, the freedom from all suffering. И пусть эти заслуги помогут мне достичь просветления, свободы от всех страданий. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yava nibbana pattiya. Until the moment of enlightenment may I meet wholesome being, not the unwholesome. До момента просветления пусть я встречаю только благих и добродетельных существ, и не неблагих. Akasata Bummata Devanaga Mahitika Punyantang Anumodita Chiran Rakantu Loka Sasanang. Akasata Bummata Devanaga Mahitika Punyantang Anumodita Chiran Rakantu Desanang. Akasata Bummata Devanaga Mahitika Punyantang Anumodita Chiran Rakantu Mamparanti. I would like to offer meditation to all beings. Я разделяю заслуги со всеми существами. Idamme ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñāteo. Idamme ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñāteo. Idamme ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñāteo. I would like to offer merits to my relatives. Я также посвящаю эти заслуги всем своим родственникам. Dukkha patta ca nidukkha, bhaya patta ca nibbhaya, soka patta ca nisoka, hontu sabbe pipanino. May the suffering be free from their suffering. Пусть страдающие освободятся от своих страданий. May the ones in fear be free from their fear. Пусть те, кто в страхе, освободятся от своих страхов. May the ones in sadness be free from their sadness. Пусть те, кто в печали, пусть освободятся от своей печали. May it happen to all beings. Пусть так произойдет со всеми существами. Okay, now let's take the 5 vows and relinquish the 10 vows. А теперь давайте примем 5 обетов и снимем 10 обетов. When you're practicing by yourself, if you just use a shorter form, no problem.
И когда вы практикуете самостоятельно, вы можете использовать здесь просто короткую форму. And it's totally fine in your own language. И это также вполне нормально делать на вашем языке. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhan saranang gacchami, Dutiyampi Dhamman saranang gacchami, Dutiyampi Sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhan saranang gacchami, Tatiyampi Dhamman saranang gacchami, Tatiyampi Sangham saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, enlighten the path and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе в просветлении пути практики. Первый раз, и второй раз, и третий раз. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. I will not kill, I will save lives. Я не буду убивать, я буду спасать жизни. Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. I will not steal, I will help others. Я не буду воровать, я буду помогать другим. Kamesu Michachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. I will not cheat, I will unify others. Я не буду изменять, я буду мирить, объединять других. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. I will not lie, I will be with the truth. Я не буду лгать, я буду придерживаться правды. Suramere Majjapama Dattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. I will not take intoxication. I will not encourage that kind of behavior. Я не буду принимать опьяняющие вещества, и я не буду также поддерживать, подталкивать к такому поведению. Okay, then. Thank you so much, Vasily, for translating. Thank you all for being here, and thank you for having me also. Да, спасибо большое, Василий, за перевод. Спасибо всем, что здесь присутствовали. Спасибо, что меня позвали. Thank you so much, Bhante. Yeah, we keep practicing, and these parts we discuss are also possible for anybody to do. Хорошо, и тогда мы продолжаем практиковать, и все вот эти этапы практики, которые мы сегодня обсуждали, их может практиковать каждый. Yeah, good night and have a good rest. Всем доброй ночи и всем хорошего отдыха. Спасибо большое. Good Принятие, night, банк. Bhante. Good night. Всем доброй ночи.